Spicy Genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим новые трибридные наушники от компании Meyer Audio стоимостью $189. И приходят они в отлично оформленной коробке. Здесь имеется название этой новой модели CK2V, а ниже имеется вот такой вот приятный абстрактный рисунок. Ну а здесь уже располагается график частотной характеристики этих наушников. Ну а технические характеристики тут снова нигде не указаны, но их можно без проблем найти на AliExpress в описании. И за звук в этих наушниках отвечает динамический драйвер диаметром 10 мм, 4 арматурных излучателя, 2 из которых от Knowles, а еще 2 кастомные для средних частот, и дополняет все это дело 2 микропланарных драйвера для высоких частот. Ну а чувствительность составляет 108 дБ, и они получили сопротивление 40 Ом, что дает нам очень стабильную работу на разных источниках. Пускай и наушники от этого становятся более требовательными, но поверьте мне, оно точно стоит того. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Инструкция по использованию наушников, сертификат качества, фирменный кожаный кейс для хранения наушников, шикарный 4-жильный медный кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. Сюда можно поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер на 3,5 мм джек. Ну и конечно, про амбушюры тут тоже не забыли, есть как и одна пара пенных насадок вот таких вот стандартных, так и вполне щедрый выбор из силиконовых амбушюр. Вот эти черные для басхедов, а вот эти уже для любителей более сбалансированного звучания. Мне они, кстати, понравились даже больше. Наушники выполнены полностью из смолы с очень приятным и красивым оформлением лицевой панели, с зеленым оттенком и 3D эффектом. Ну реально, как по мне, они очень классно смотрятся. Да и золотистая надпись CK-LVX на обоих наушниках сюда прям отлично вписывается. Ну а здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения комплектного кабеля и находится единственное отверстие для компенсации, которое свою функцию выполняет на отлично. Поэтому проблем с драйвер-флексом и эффектом вакуума здесь нет, за это можете даже не переживать. Ну а на внутренней части здесь находится маркировка канала, и звуковод у этих наушников металлический, оптимальный по длине, имеет диаметр 6,2 мм, получил четкий бортик для более лучшей фиксации амбушюр и защищен металлической сеточкой. Ну и сидят в ушах эти наушники просто превосходно, абсолютно никаких проблем при их использовании у меня не было. Впрочем, и Meyer Audio D41, и D62, и слива SL41 у меня в ушах сидели отлично, так и тут точно такая же ситуация. Идеальная по глубине посадка с хорошей звукоизоляцией, а использовал я эти наушники, понятное дело, с шикарным комплектным кабелем и прозрачными амбушюрами, дабы получить более сбалансированное звучание. Но вы можете попробовать другие и выбрать, какие вам больше по душе. Тут уж, ребята, смотрите сами. Ну а приобрести наушники Meyer Audio CK2V вы сможете прямо сейчас на AliExpress в официальном магазине компании Meyer Audio. Ссылка будет, как всегда, в описании. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат наушники Meyer Audio CK2V. Вот так выглядит и график частотной характеристики, и эти наушники имеют усиление низких частот на 13 дБ с аккуратным переходом к области нижней середины, а область верхней середины здесь имеет буквально идеальное попадание под мой таргет, и эти наушники в этом диапазоне точно не звучат резко или излишне агрессивно, поэтому от меня за такую более нейтральную и сдержанную настройку однозначно респект. Да и только взгляните на эти высокие частоты. Ну как по мне, ребята, это просто красота, так как они достаточно линейные, не имеют каких-то сильных провалов и пиков, и лишь очень плавно затухают уже после 15 кГц. Поэтому в плане тюнинга, как вы понимаете, друзья, тут полный порядок, и докопаться к настройке тут никак не получится. Это действительно крутые наушники с очень мощным басом и нейтральной сдержанной подачей.
подачей. И я могу сказать, что они мне очень напомнили Ziggurat Odyssey, но при этом я отмечу, что если взять в целом по тональности, то они в какой-то степени будут ближе к Meyer D62, так как вот эта знакомая мне холодная аналитичность на средних и высоких частотах тут явно прослеживается, но характер у этих наушников определенно другой. Возможно, немного взяли от D41, а чего-то от D62, и получились вот эти наушники. И сразу скажу, что они звучат не так ярко на высоких частотах, как D62, и обладают куда большим количеством мощного баса из всех моделей этого производителя. Причем самое главное, какого баса. И вот тут уже, ребята, давайте-ка разберем звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в этих наушниках — это не только про басхэдную мощь, а также про настоящий эталон прозрачности и текстурности. Динамический драйвер в этих наушниках выдает просто шикарный, очень глубокий и буквально фундаментально проработанный саббас, который создает необходимое ощущение физического присутствия низких частот, но при этом остается под максимальным контролем, вообще без какого-либо намека на гулкость или размытие или лишнюю аналоговую теплоту. И бас тут способен передавать как глубокие вибрации в электронных треках, так и выраженную плотность акустических инструментов, от насыщенного тела контрабаса до энергичных ударов большого барабана. Быстро, хлестко и максимально точно. Вот это именно про эти наушники. Да и мидбас тут представлен во всей красе. Удары по мембранам барабанов передаются с заметной упругостью и очень быстрым затуханием, а бас-гитара в рок-композициях приобретает красивую, насыщенную текстуру с отличной слышимостью дисторшена и сатурации, и с очень проработанными нюансами буквально каждой струны. И мне точно нравится, что этот диапазон при этом остается максимально чистым, вообще без какого-либо лишнего захода на область нижней середины, что особенно заметно при прослушивании треков с сложной аранжировкой и с действительно плотным инструменталом. И как по мне, именно из-за этого эти наушники получились очень универсальными, несмотря на свою некоторую выраженную басхэдную мощь, которая за счет своей выдающейся прозрачности и заметной основательной глубины очень детально передает всю динамику трека, текстуру и мельчайшие оттенки басового диапазона. И в композициях уже с более быстрыми и сложными басовыми партиями эти наушники действительно отлично держат ритм, не давая басу как-то замыливаться, даже прослушивая их на очень высокой громкости. Так что, ребята, любители хорошенько так подать гейна на своем усилителе тут точно останутся довольны. Ну а среднечастотный диапазон в этих наушниках выстроен с максимальным акцентом на естественность и нейтральность подачи. Арматурные излучатели тут очень тщательно прорабатывают мельчайшие детали и создают поистине выразительное и живое звучание без каких-либо странных арматурных тембров. Но стоит сказать, что в нижней середине, на что я сразу обратил внимание при сравнении этих наушников с Hype 4, моими основными наушниками, то здесь вот есть какая-то вот некоторая легкость, благодаря чему тембры инструментов и вокала в этих наушниках звучат более воздушно, но не перегружаясь лишней какой-то плотностью и теплотой, как в Hype 4, где этот диапазон звучит более пышно, плотно и увесисто, а тут как бы более легко и расслабленно. В общем, кому что больше нравится. И это придает вот как раз таки звучанию именно этих наушников совершенно другой, открытый и менее, вот так скажем, напряженный характер, сохраняя при этом насыщенность и информативность подачи. А мужской вокал в этих наушниках раскрывается с просто прекрасной, естественной глубиной и выразительностью, без эффекта какой-либо затемненности или излишнего добавочного тепла. Женский вокал же напротив приобретает явную прозрачность, эмоциональную легкость и яркую такую выразительность, но отмечу, что не чрезмерную. И как раз таки благодаря высокой разборчивости всех микродеталей можно отчетливо слышать как дыхание исполнителей, так и вибрацию их голосовых связок и даже естественные резонансы записи. Причем радует, что и инструменты передаются с буквально выдающейся точностью. Гитарные партии звучат очень живо, со всеми мельчайшими деталями игры, от касаний там пальцев по струнам до естественного резонанса корпуса инструмента. А фортепиано обладает отличной атакой и достаточно явной телесностью, не теряя своей естественности даже в более сложных классических композициях.
Ну и конечно, что меня прям порадовало, так это то, что в области верхней середины тут сохраняется явная прозрачность, что делает звучание более насыщенным и детализированным, но при этом не резким и не утомительным, даже слушая эти наушники на очень большой громкости. И при прослушивании оркестровой музыки создается у вас четкое ощущение глубины и трехмерности сцены, где каждый инструмент занимает свое место, а общее звучание остается при этом максимально естественным и многослойным. Вот за это однозначно респект. Ну и самое интересное это то, как тут подаются высокие частоты. И как по мне, ребята, это одно из главных достоинств этих наушников, так как здесь микропланарные излучатели очень точно раскрывают свой полный потенциал. ВЧ-диапазон в этих наушниках это буквально сочетание хирургической точности, предельной аналитичности и просто какой-то невероятной прозрачности и воздушности. Да, ребята, детальность тут находится на действительно запредельном уровне. Слышны абсолютно все мельчайшие обертона, фоновые реверберации, микродинамика и различные пространственные нюансы. Малейшие звуки, такие как щелчки медиаторов по струнам, послезвучие тарелок или естественные акустические отражения в записи тут передаются с просто потрясающей точностью. А технический характер высоких частот проявляется как раз таки в их скорости и безупречной чистоте. Здесь нету никакого намека на зернистость или компрессию, то есть звук в этих наушниках остается максимально кристально, я бы сказал, прозрачным даже на самых каких-то сложных и насыщенных высокими частотами треках и даже на плохо сведенных записях. Тарелки звучат очень звонко, но не жестко, сохраняя свой натуральный характерный металлический оттенок, как и должно быть на грамотно настроенных наушниках с качественными излучателями. А струнные инструменты, такие как скрипки, передаются тут просто красивым, воздушным характером и богатой гармонической текстурой. Притом и отдельно стоит отметить вот эту хирургическую точность атаки и затухания. Любой, даже самый сложный звук отрабатывается в этих наушниках быстро и четко, без какого-либо размытия образа или излишней мягкости. И как по мне, это делает эти наушники поистине отличными для самых сложных инструментальных жанров и технически насыщенной музыки, такой как джаз, классика или прогрессивный рок. И самое главное, что несмотря на вот эту очень явную аналитичность, высокие частоты сохраняют свой комфорт, не скатываясь в какую-то излишнюю резкость или сухость. Вот что самое-то главное. Ну а звуковая сцена в этих наушниках не просто получилась широкой, а масштабной, объемной и структурированной, с буквально безупречно выстроенной глубиной и высотой. Она не растягивает как-то звук искусственно и дает нам естественную трехмерность в звучании, когда ты реально ощущаешь пространство вокруг инструментов. И первое, что сразу бросается в уши, это очень естественное боковое распространение звуков. Звуки, размещенные по панораме, например, ритм гитары, синтезатора или перкуссия, не просто воспринимаются как где-то слева или где-то справа, а имеют реальную локализацию в пространстве, будто ты сидишь в акустически хорошо обработанной комнате, а звук уже исходит из реальных качественных колонок. И в треках с хорошей записью реверберации можно услышать, как звук отражается от виртуальных стен, как он уходит в глубину, создавая ощущение вот этого естественного акустического пространства. Например, если на записи есть какой-то холл или студийный реверб, он передается не как просто вот какой-то эффект, а именно как реальное пространственное взаимодействие звука с окружением, что, как по мне, ну просто круто. И не все наушники еще могут так передавать вам все вот эти мелкие нюансы. И вот это особенно чувствуется в классической музыке, джазе, акустике, где вот ты можешь буквально вот ощущать расстояние между инструментами, слышать, как разные элементы трека располагаются не просто в какой-то одной плоскости, а в реальном пространстве. Например, если в записи присутствует оркестр, ты слышишь не просто какую-то непонятную массу звуков, а целые отдельные группы инструментов и их положение на сцене, и вот это разделение по слоям. Поэтому Meyer Audio CK2V это одни из тех редких наушников, которые дают нам просто действительно трехмерную сцену, без какого-либо ощущения ее закрытости, когда звук словно сжат в одной точке, как, например, в некоторых бюджетных наушниках. Напротив, звук в этих наушниках разворачивается вокруг тебя, как если бы ты сидел в правильной акустической среде. При этом сцена тут не раздута искусственным
качественная, она максимально естественная, сбалансированная и живая. Музыка звучит глубоко, объемно, многослойно, с четким разделением планов и инструментов. И это дает вам ощущение полного погружения в звук, когда ты не просто как-то сидишь там, слушаешь музыку, а буквально оказываешься внутри вот этого акустического пространства. Ну а вывод по трибридным наушникам Meyer Audio CK2V у меня получился таков. Без всяких сомнений, ребята, это шикарные наушники, которые я сейчас смело рекомендую к покупке для всех. Здесь вам и хорошая комплектация с модульным кабелем и набором качественных силиконовых амбушюр, и очень уникальный и красивый внешний вид наушников. И самое главное, поистине динамичное драйвовое звучание с мощным и чистым басом, прохладной и нейтральной серединкой, с очень техничными и прозрачными высокими частотами за счет использования микропланарных излучателей. И слушать эти наушники можно длительное время, так как их грамотно выверенный тональный баланс совершенно не утомляет при прослушивании. Поэтому я точно не назову эти наушники скучными по подаче, так как эмоций и вовлечения при прослушивании музыки тут точно хватит с лихвой. От себя я их точно рекомендую к покупке. Ссылка на покупку этих наушников находится, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.